Всем привет, меня зовут Наталья, я сертифицированный фитнес-тренер от Open California Institution и от International Fitness School. В последнее время в русскоязычном контенте я очень часто встречаю такую диету, как FMD. Расшифровывается она как Fasting Mimicking Diet. Диета, имитирующая голодание. Я много искала информации на просторах русскоязычного контента. Цели, что надо делать, кто создал, потому что в первую очередь мне было это интересно. Но, к сожалению, не нашла много информации и, конечно же, зашла на англоязычный контент, и там я нашла много информации, и также подкасты с самим разработчиком этой системы. Fasting Mimicking Diet разработал итальянско-американский ученый Валтер Лонго. Он профессор, ученый в области биологии и геронтологии, и целью всей его жизни, всей его работы это значительно замедлять старение. То есть целью FMD является оздоровление и замедление старения. В чем заключается его режимы питания? То, что с каждым днем мы уменьшаем калорийность, и твой организм, он не голодает по-настоящему, потому что ты что-то можешь кушать, но организм думает, что он голодает. То есть просто уменьшение калорий, за счет этого происходит процесс аутофагии, и старые клетки, они погибают, новые клетки, они рождаются. Основной главной целью является замедление старения, но дает хорошие бенефиты в плане похудения. И поэтому на наших русскоязычных контентах мы видим очень много хороших результатов. Видя эти результаты, и так как сейчас я не могу много двигаться, потому что у меня сломана рука и не могу продолжать свои тренировки, и вообще за это время, пока я сломала руку, я уже поправилась на 2 килограмма, мы решили с мужем попробовать эту диету на себе и посмотреть, как ее легко проходить, что ты будешь чувствовать во время этого. И все процессы, которые у нас будут, мы будем описывать, и все рецепты будем записывать, и как это проходит, все чувства, и также мы обязательно сделаем замеры, наш вес и все замеры, и будем все выставлять, делиться с вами. Сегодня первый день FMD диеты, и начинаем мы с такого полезного напитка, рецепт которого вы найдете в описании. Мы никогда не завтракаем, и вместо завтрака мы пьем вот этот напиток. Семена льна и семена чиа. Вы увидите все в рецепте. Сегодня у нас первый день FMD, диеты, имитирующей голодание. И сегодня мы будем делать взвешивание и замеры, чтобы потом сравнить результаты по окончанию 5 дней. Серега будет взвешиваться первый. 72,8. 72,8. Теперь я. Не, подожди, я сначала носки сниму. Угу. Носки — это дополнительный вес. 55,7. 82. Талия 82. Область живота 89,5. 90. 93. Окей. Ты бедра видите, как у меня. Да. Талия 66. 75. И бедра 92. Итак, мы рассчитали количество калорий, которые наш организм потребляет для жизнедеятельности по формуле, которую вы сможете найти в описании. У Сереги вышло около 2000, это 1900 с чем-то, и у меня вышло 1700. Теперь мы начинаем свой первый день, свой первый прием пищи на диете FMD. По протоколу FMD нам необходимо сократить потребление калорий на 50% в первый день. И затем в следующие дни еще по чуть-чуть сокращать. Сереге надо сегодня скушать 1000 килокалорий, а мне 850. Как бы это грустно не звучало. Мы приготовили еду, которую по протоколу FMD можно кушать. Мы убираем весь животный белок. Это молоко, молочные продукты, сыр, яйца, мясо.
птицу, в общем, все, что касается животных, мы это убираем. Оставляем растительный белок. Это может быть тофу, это могут проростки бобовых, это могут быть крупы, такие как киноа. Ну, в смысле, где вы употребляете белок, ну и из овощей. По протоколу FMD рацион должен состоять 10% из белка, 25-30% это углеводы и 50-60% это жиры. Из жиров у нас оливковое масло, орешки, семена, авокадо, полезные жиры. И из белков, это у нас, я уже говорила, да, тофу, проростки и также орехи. И много овощей. В общем, если сказать короче, то это растительная диета с большим количеством полезных жиров. И мы начинаем свой первый день, будем взвешивать. А как ты будешь узнавать, сколько ты кушаешь? Сколько мы кушаем, потребляем калорий? Для этого я закачала приложение MyFitnessPal, вроде бы как называется, да? И здесь, получается, мы можем вводить блюда. Итак, мы начинаем взвешивать тарелочку и вводим, допустим, салат с киноа, зеленью и овощами, да? Зеленью и овощами. Вот, здесь выходит много вариантов, и выбираем всегда в средний, чтобы он был такой. Не сильно мало, не сильно много. Здесь, например, 120 килокалорий, есть 230. Есть 230, а есть вообще с креветками 484, так как у нас значит, нет. где-то 200, наверное, да, скорее всего, средний получается. Я думаю, с 200. Почему? Потому что мы сюда еще положили оливковое масло, и оно очень как бы калорийное. Поэтому мы возьмем вот это вот с 234. 100 граммов, 234 калорий. И будем набирать. Мы будем делать полезную тарелку, поэтому половину набираешь салата. И сколько вышло? Сейчас я посмотрю. 88. Давай 100 грамм прям. 100 грамм. Это было 200 килокалорий, да? 200, тебе? А тебе да, на сколько 200. сегодня получается за раз? Где-то 400 получается. 425. 425, да. Теперь Так. мы положим белок, тофу в соевом соусе. Так как при FMD нам нельзя кушать жареное, мы его поэтому потушили просто с соевым соусом. Вот, 125 есть килокалорий. 100 грамм это 125 килокалорий. Авокадо. Примерно 160. Так, 160 калорий. Ну, мы положим 50 грамм где-то, наверное. Это прям много будет. 0,5. А, да? Ну, давай это меньше положим. Давай 40 вот оставь. Как раз половинка авокадо тебе, половинка мне. Все, мы набрали мою порцию, 423 килокалорий получилось. Прям почти... То есть это с расчетом того, что ты кушаешь 2 раза в день, поэтому Да. 425 плюс 425. И будет 850, да. Окей. И это моя порция. Теперь твоя. Все, взвесили мне на 500 килокалорий. Тоже это получается, мы сейчас в обед покушаем 500 и на ужин И на съедим ужин 500. И в итоге получается у меня 1000. А у меня будет 850. В принципе, нормальная такая порция. Ну, не знаю, как до вечера дожить. До вечера доживем, посмотрим. Это у нас сегодня второй прием пищи. Это наш ужин. Чечевично-овощной суп. Салаты. Здесь у меня чимчи, проросшие бобы и салат с киноа. Мой десерт — это клубника, миндаль и голубика. У меня на 423 килокалорий. И у Сереги на 500 килокалорий. Как мы видим, здесь чуть-чуть побольше супа. Чечевично-овощной, также салаты, проросшие бобы, чимчи и салат с киноа. Ну и десерт то же самое, клубника, голубика, но у него семечки тыквенные. Сегодня второй день FMD диеты. И вчера мы сократили наш рацион на 50% от обычного питания нашего. И как ты себя чувствовал вчера? Но на самом деле так сильно голод не чувствовался. Единственное, только, наверное, самое сложное, когда ты голодаешь, когда тебе голодно, это засыпать. Но так как вчера я был уставший и сонный, поэтому мне повезло, я быстро заснул. Мне вообще было нормально, в принципе, легко перенеслось, но сегодня мы еще понижаем нашу калорийность. И сколько у нас сегодня будет? 30% от нашего обычного рациона.
То есть у тебя это будет где-то 700, у меня где-то 500 килокалорий. Посмотрим, как мы будем чувствовать сегодня себя. Но есть такая заметка моя, то, что вчера на ужин я положила меньше еды и положила чуть-чуть больше орехов. Орехи дольше перевариваются, поэтому, в принципе, я не чувствовала голода. Поэтому хочу сегодня этот лайфхак тоже применить, но надо будет еще немного экспериментировать. И вообще, на самом деле, оказывается, если ты понижаешь калорийность, но ты убираешь все быстрые углеводы, то порции получаются достаточно большие. Да. Потому что там зелень, у нас овощи. Да, мы убрали все, что сладкое, сахар, выпечка, быстрые углеводы, рис, хлеб, макароны, в общем, почти все крупы, кроме киноа. Вчера я за чат GPT и загуглила самые низкокалорийные продукты. Это брокколи, капуста, огурцы. Ну, в общем, будем сегодня так питаться. В общем, будем питаться овощами и орехами. Да, let's go. Окей. Так, обед второго дня. У Сереги 350 килокалорий. Ну, это все. Плюс десертик. И у меня 250. И еще вот десертик. И теплая водичка без калорий. Да, 0 калорий. Это мой ужин на 250 калорий. И достаточно много даже получилось, я смотрю, потому что свежие овощи, и вот это вот очень малокалорийный, низкокалорийный. И вот у меня даже есть десертик. И это ужин Сереги, у него чуть больше, на 350 калорий. О, видите, у него сколько много орешков. И, в общем, полное. А это ужин детей. Столько вот они будут кушать. Да. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights... Сегодня у нас день 3 FMD диеты. Это наш обед. У меня все так же на 250 калорий. В принципе, кажется, что много. У Сереги на 350. Кажется, что много, на самом деле уже вчера, да, чувствовался голод. Было тяжело заснуть. Да? Тебе было тяжело заснуть? Заснуть мне было не тяжело, но все равно, да, в течение дня было немножко дискомфортно, потому что мало поужинали. С обеда до вечера, в принципе, было нормально. А вот вечером немножко, да, было... Ну еще то, что мы кушаем 2 раза в день, обычно с утра до обеда сильного голода не ощущается, а вот в эти дни прям хочется покушать очень сильно. Да, потому голод. Что вечером мало кушаешь и до утра не хватает, в общем. Да, ощущается, да, упадок сил, немножко концентрации. И холод. Ну, мне холодно. Кстати, мы вчера уже подготовили Да, мы решили... еду, взвесили ее и положили в холодильник. Потому что на взвешивание уходит очень много времени, и это просто раздражает. Поэтому мы, как покушаем, сейчас сразу опять заполним до вечера. И мы решили приготовить сразу большое количество еды, чтобы каждый день не заниматься готовкой. Это выглядит как мясо, но это не мясо. Это помело. Так вот, посмотрим. Нам осталось еще 3-й день, еще 2 дня. Плюс... Посмотрим, пока что мы держимся. Ужин 3-го дня. У меня все так же 250 калорий. Но здесь я, правда, чуть-чуть больше. А нет, кстати, не будет больше. А у Сереги также 350, у него чуть больше авокадо. Голодать не так тяжело, когда ты один. Но когда у тебя дети кушают вот так вот много, тогда это сложнее. Ну вот, наступил наш день 4-й. Это наш обед. Сегодня у меня, кажется, как будто побольше, потому что я положила все свежее, там зелень, свежие овощи, также на 250 калорий. Тут у меня даже чуть меньше, 240, что ли. И у Сереги также на 350? 350. Чуть-чуть 360, больше, потому что у него 700. Да, у него 750. Ну, в общем, как-то так. Как я себя чувствую? Вчера было лучше, чем сегодня, а ты? Вчера я немножко был сонный, поэтому вообще энергии не было, не мог сфокусироваться ни на чем.
было тяжело думать, продуктивность очень сильно упала. У меня, наоборот, сегодня это. Сегодня я немножко такая продуктивная, мало энергии. Вчера было нормально, но сегодня так слабовато. Мы наготовили сразу заранее, много овощей потушили, но что-то уже надоело их кушать. Да, это надоедает, оказывается. Поэтому лучше хотя бы, 2 дня еще можно кушать, но мы уже мы 3-й день это кушаем. Да, 3-й. Завтра нам что-то другое. Да, мы уже что-то другое приготовим, потому что уже невозможно, даже уже начинает тошнить от этого просто запаха. Вот. Завтра у нас будет последний день. Ну, честно, я уже не хочу, еле держусь. А ты? Угу. Я сегодня готов уже покушать что-нибудь. Вкусненькое. Да, что-нибудь сладкое. Да, вот так. Сахар — это наркотик. Так, вот у нас ужин. Вот, у меня даже осталось 22 калории. Это мой на 250, не 250, чуть больше, 250, 260, наверное. И у Сереги вот на его количество. Сколько у тебя? 300 тоже с чем-то, да? Мы поменяли сегодня наконец-то еду, потому что та еда старая нам уже так надоела. Вот. Пятый день. У меня все так же на 225 у меня здесь сегодня, пока еще. И у Сереги на 350, да? Да, даже чуть больше 360, потому что 750 у меня общий. Да, 360, чуть-чуть больше. Пока мы держимся. Последний ужин FMD диеты. День 5, и это самый последний маленький ужин наш на всю жизнь. Да нет, шучу. Ну, в общем, последний ужин, в принципе, можно держаться, не так сложно было, оказывается, но сегодня у меня уже немножко кружилась голова. А у тебя? Короче, было очень сложно. Чуть не сдох. Я вообще горжусь тобой. Молодец. Потому что все готовил я еще. В общем, название «Имитация голодания» вводит в заблуждение. На самом деле это настоящее голодание. Голод чувствуете, он реальный. И кушать хочется, сил нету, голова кружится, голова болит. Спать хочется. Да, продуктивность падает. Поэтому не знаю, почему имитация голодания. Непонятно с чего. Потому что при голодании ты теряешь мышечную массу очень сильно. А при стандартном голодании, когда ты вообще ничего не ешь, и тебе было бы в разы хуже, чем при имитации голодания. То есть тут хоть чуть-чуть получаешь еду, и как бы это считается, что диета, которая с низкой потерей мышц. То есть мышцы типа сохраняются, а жир типа сжигается. На самом деле первые 2-3 дня у вас просто сходит водичка. Ну да. Да. Ну и мышцы, мне кажется, тоже все равно сжигаются, если ты не занимаешься, не этот. Да, мышцы все равно по-любому будут по чуть-чуть сжигаться, но в принципе мы это делали для оздоровления нашего организма и для омолаживания, потому что убирали все молочные продукты, все животные белки. Завтра будем замеры делать. Все, у нас прошло 5 дней диеты, FMD диеты, и сейчас мы будем делать замеры и взвешивание. Да, посмотрим, насколько мы похудели. Давай, первый я. Так, 71 килограмм. Было 72, 75. Это получается... Килограмм 75. Почти 2 килограмма. Почти 2 килограмма. «53,5». 2 килограмма. Ровно 2 килограмма? Да, по весу 2 килограмма. По весу 2 килограмма. Сейчас посмотрим замеры. 80. На 2 сантиметра. Минус 2 сантиметра. Минус 2 сантиметра? Ого, это нормально. Живот у нас... Давай я помогу. 87. А было? 92. 5 сантиметров. Ого, нифига себе. Так, нет, 90 было. 3 сантиметра. 3 сантиметра. Так, теперь бедра. Бедра, кстати, 92, чуть-чуть меньше. 91,
Короче, на 1 сантиметр. Ну, Бедра 91, окей. Это хорошо. Да, что ты не похудел, Петр. Моя очередь. 62. Ого! Сколько был? 66. Так, живот здесь, да? 73. Хорошо, было, по-моему, 75. 90. Было 93. Или 2. Что-то такое, не помню точно. Все, сейчас мы сфотографируемся и поставим фото до и после. И визуально посмотрим, насколько мы изменились. Так, прошло 3 дня уже после нашей FMD-диеты, и сегодня мы решили так немножечко отметить. Скромненько, да. Скромненько. И поесть, наконец-то, запрещенки, которая была абсолютно запрещена на FMD-диете. Сегодня мы поделимся своими впечатлениями, своим опытом и вообще, стоит ли эта диета стольких усилий, все наши эмоции. В первую очередь, наверное, расскажем то, чего нам не хватало больше всего. Чего хотелось поесть? Вот тебе что хотелось поесть больше всего? Мне больше всего хотелось поесть рис. Да, рис я тоже сильно хотелось покушать прям. И яйца. Я очень люблю яйца. Мне хотелось покушать рис, яйца, потом что еще? Ну, кстати, сладкого мне так не хотелось. Финики я хотела. Финики тоже нельзя было. И вообще мне хотелось больше фруктов. Мне хотелось больше всего поесть рис, мясо, яйца, так как я вообще не очень люблю, и мы едим их мало, поэтому тоже так не тянуло. Мне больше всего тянуло, наверное, на орешки. Хотелось поесть кешью, миндаль, такие вещи, семечки хотелось погрызть, и выпечка, хотелось покушать вот таких вот бубликов. Да? Да, бублики, как они называются? Пончики. Вот таких пончиков. Кстати, меня на выпечку не тянуло, но да, орешков можно было бы побольше. Но зато через эту диету я поняла, что где моя погрешность. По еде, в принципе, я ем также такое же количество еды, только еще, конечно, чуть-чуть, если добавить суп и там, ну и какой-то там рис немножко. И то я рис никогда тоже много не ем. Но я поняла то, что я все лишние калории заедаю это орешками. То есть они очень... Я не знала, что они калорийные, но когда ты их не взвешиваешь, когда ты думаешь, да, они калорийные, но я же чуть-чуть, тебе кажется, что это чуть-чуть. На самом деле, оказывается, в этом была очень большая... Сладкое мы тоже кушаем почти каждый день вообще обычно, но в очень маленьком количестве. Допустим, это может быть там 1 долька шоколада или там... Я не знаю, что еще мы можем съесть такое. На самом деле, да, кушаешь, вроде бы кажется, порция большая, и вроде бы кажется, ты обычно так и ешь, но ты не замечаешь, как в течение дня ты начинаешь что-то брать, там, перекусывать, в рот те же самые орешки, какие-то там печеньки лежат, конфетки. Вот на этом тратится очень много калорий, то есть ты набираешь эти калории, а ты это не замечаешь, а когда ты должен взвешивать каждую еду, вбить, тогда ты уже... мысленно себя ловишь на том, как что ты вот, раз ты поел, например, пообедал, и до ужина тебе хочется прям где-то что-то вот взять и перекусить. И ты понимаешь, что вот в этих промежутках ты вот это вот набираешь. Отличная диета, если кто хочет быстро похудеть за 5 дней, допустим, там, не знаю, мероприятие там, через 5 дней, да, это хороший, в платье. Хороший результат за 5 дней. Я, например, 2 килограмма скинул. Я тоже 2 килограмма, и по сантиметрам у меня в талии вообще 4 сантиметра ушло. То есть я вернулась в прежнюю форму до того, как мы переехали в Канаду. Ну, когда у меня были тренировки каждый день, так как я был фитнес-инструктор, у меня тренировки в день было по 4-5 тренировок, а сейчас у меня, соответственно, только одна максимум тренировка в день, иногда через день. То есть ты худеешь, не вредя, минимально вредно, или может нету вреда, или даже полезно, да, то, что ты оздоровляешься для твоего здоровья, потому что многие худеют резко за 5 дней, например, если скинут 2 килограмма, они, возможно, там какие-то полезные недополучали, витамины, минералы, там что еще, питательные элементы. Да. А тут ты получаешь как бы макронутриенты из овощей, потому что ты ешь много овощей, получается. И не пьешь, не кушаешь всякие гадости, которые вредны. И плюс полезные жиры получаешь. Для женщин, например, я считаю, что это очень идеальная диета, потому что женщинам жиры необходимы для их цикла и гормонального фона.
Самая большая загвоздка была в подсчете калорий. Для меня это вообще сидеть и каждую вбивать. Но если, допустим, мы будем кушать только один салат и вбивать один салат и одно блюдо, это нормально, это не так тяжело. Но у нас был такой разнообразный стол. Второе, мы очистили организм получается, наш организм отдохнул от работы, потому что переваривать животный белок очень тяжело организму, и поэтому наш организм просто отдохнул. И плюс, еще один плюс, это то, что наш метаболизм, он сейчас стал хорошо работать, он буквально проснулся и работает сейчас хорошо. И самое главное, нам сейчас не нарушить вот эту вот систему. То есть мы можем уже кушать, но сильно не перегибать палку. Ну да, я хочу вот тоже оставить примерно то же самое по питанию, только добавлю белок в свою пищу. И также буду по минимуму употреблять быстрые углеводы, такие как сладости, там, молоко пить или выпечка. Да. Наверное, прежде чем пробовать, надо посоветоваться с врачом. Да, это обязательно, потому что у этой диеты есть противопоказания, то есть какие-то болезни, беременным, там, в общем, ряд болезней, которые ты не можешь держать эту диету, поэтому обязательно проконсультироваться с врачом. В общем, это был интересный опыт. Да, следите за нами, подписывайтесь. Мы будем что-то интересное еще такое выкладывать, экспериментировать над собой и показывать вам. Да.